жесть! Я сейчас вышел просто из метро, и такая вонь сразу в нос ударила. Все пристают. Для нас небезопасно. Из рая я спустился в ад. Там гробы, Рома. Так красиво! Господи, куда мы попали? На Индию, как всегда, очередь огромная. Мы уже зарегистрировались на рейс тут в Непале, прошли паспортный контроль. Изначально мы смотрели истории, то, что там воруют, нужно все прятать. Мы в любом случае сейчас будем смотреть по обстоятельствам. Если будет, пипец какое отвращение от этой страны, то, соответственно, мы, скорее всего, на ней поставим крест. К путешествию в Индию лучше готовиться заранее, так как билеты на поезда и самолеты раскупаются как горячие пирожки, причем местным, особенно в сезон летних отпусков. Также заранее вам необходимо оформить визу, что довольно несложно. Это можно сделать на официальном сайте департамента. Для удобства мы оставили вам ссылку в описании к ролику. Стоимость варьируется от 10 до 20 долларов в зависимости от сезона. Мы сейчас уже сели в самолет. Первый раз я вижу такое, чтобы проверка шла прямо при входе в самолет. Еще одна. То есть тебя шмонают, твои вещи. Вот у меня там трусы, не трусы, носки вверху. Да, то есть они вскрывают, это все там смотрят, рыскают, что-то выискивают. Ну такое все, знаете. Они спрашивают, есть ли кока? Если типа покурить что-то, зажигалки и так далее. Я такой, я не курю. Катя тоже как бы, наверное, да? Ну и, соответственно, то есть это вообще капец какой-то. Некачественный, конечно, досмотр. То есть у меня, например, бананка на мне висит, ее никто не смотрел. Ура! Ну не ура, не знаю. На самом деле мы сейчас проехали на метро с аэропорта до Нью-Дели. Это был аэропорт Экспресс, это как бы... Ответвление от основного метро было все так изящно, круто, здорово. Я такой думаю, нифига себе, мы почти в Дубае. Все так же внутри сделано, везде все плиточкой облагорожено и так далее. Но по факту, ребят, вы посмотрите на этот пипец, короче, я не знаю. На любителя, в общем. Я сейчас вышел просто из метро. И такая вонь сразу в нос ударила, пиздец. Но там просто рикши, один из них подбегает к нам и такой говорит: о, вам, наверное, надо меня туда-сюда, куда там ехать? Мы такие, вот 2 километра, мы сами дойдем. О, да не, вы там не пройдете, сейчас там вас, документы надо будет, еще что-то. Мы такие, окей, в чем проблема? Короче, начал лгать нам, так, да? подожди, надеюсь, мы пройдем на другой... Да пройдем, конечно, пошли. Катя, как тебе станция поездов? Тут просто 1000 линий, по-моему, просто реально 1000 линий, охренеть людей. И нам надо будет завтра, когда? Через 2 дня? Через 2 дня здесь же искать наш поезд до Агры. Сейчас еле как прошли все эти рельсы, но сам факт смущает того, что через 2 дня нам придется сюда возвращаться. Моторикши постоянно пристают, все пристают к тебе. Вот давай я тебя отвезу, я просто с таким лицом типа. Ну и как бы они отваливают. Но если вы чуть слабинку дадите, все, кошмар. Здесь нельзя так. Ох, впечатление у меня так себе. И бомжей здесь, кстати, гораздо больше, чем в Непале. Еще жарко. Вот сейчас июль, начало июля, но температура... душно. Просто жесть! Там буйвол идет, Рома. Пошли нам на перейти дорогу. Тут все на тук-туках едут. Ну, пошли. А то ты вежливая такая, будешь тут стоять полгода. Нам сказали сейчас, что здесь для нас небезопасно ходить. Нам не страшно ничего. Только обосрали Тамэль площадь, говорим, мы бы тут бы не остались.
в Непале и приехали тут в отель в такую же типа площадь. Всего лишь 2 дня, такой небольшой прогон. Некоторые приезжают сюда на Золотой треугольник, но мы по линии поедем вплоть до Калькутты. Зашли в ларечек удачно за сим-картой. Вот, разменяли сразу деньги. Получилось по курсу 84,50. По сравнению с тем, что в аэропорту было 74 с чем-то. И также купили сим-карту местную за 500 рупий на 28 дней. Привет! Короче, ребят, это наш номер на ближайшие 2 ночи. Мы сейчас находимся в Дели, Нью-Дели, Индия. Это столица знаменитого государства, грязного самого. Как вы видите сейчас на полу, это просто, я не знаю, камера это передаст. Камера не передает, на камере Короче, очень красиво. к сожалению, ребят, здесь вообще грязно. Пойдемте, я не знаю, вот эти вот полотенца, ими вообще можно вытираться или нет, но я на них вижу пятна. Это какой-то пипец, короче. Что еще? Воды здесь, знаете, просто типа welcome drink нету. Ладно, хотя бы есть у нас завтрак. Мы можем позвонить и попросить завтрак в номер. Просто посмотрите, ведро стоит в душе какое-то, вот оно, ведро. Видимо, воду отключают или что. Нет, ну сам Здесь... интерьер не был, ну типа... Не, ну здесь смотрится окей, неплохо. да, просто здесь загажено максимально. Здесь, смотрите, у нас есть окно. Я такой, опа-на, думаю, что-то как-то тускловато. Тут, знаете, я могу одно сказать. Я сейчас все покажу вам по этому номеру, потому что отдельного выпуска вы не увидите по этому отелю. Тут нехрен снимать. Поэтому, если хотите с нами дальше путешествовать по Дели, напишите внизу комментарий и поставьте пальчик вверх. Это 4 звезды отель себя обозначил. Поэтому... Если вы это сделаете, может быть, кто-то еще увидит, и эта информация будет полезна. Вот окно, собственно. Я такое открываю и такой вижу то, что ни хрена не вижу. Поэтому обратно его закрываем. Так, куда-то я перескочил. Что-то это вообще за шторка, блин. Ну и все. И все. И 2 Смотрите, шкафчика. да, и 2 шкафчика, телек еще есть. Смотрите, что есть за этой дверью. Я просто такой думаю, что там шумно, что-то щель какая-то, может там что-то есть, балкончик. Открываю я, значит, открываю, и тут вот, вуаля, какая красота, ребята, Балкончик, а что? можно покурить, выйти. И, кстати, я вам скажу, что выход только у нас, из нашего номера на этот весь Что длинный у нас балкон. VIP, еще и... Да, с видом Да, на на какую-то, не знаю, что там вообще, господи. Ну ты просто посмотри на эти стекла здесь, это... Здесь можно, короче, выходить, курить, так что наш номер... Я думал, что это коннектится, а там, оказывается, с той стороны нету выхода у следующего номера, так что это наш отдельный номер, вид наш, балкон, можем кальян здесь заказывать, курить. Пойдемте, да, поедим, посмотрим, что здесь есть в окрестностях, не отравят ли нас. Надеюсь, что нет. Но с другой стороны, нам этот номер вышел $20 в сутки. Мы за 2 суток отдали $40. Мы, так как были рядом, то есть наш отель находится поблизости с Маком, соответственно, мы решили в Макдональдсе покушать, так как это как минимум по стандартам, которые, ну, американские стандарты, соответственно. Единственный момент сейчас замечу, да, вот видите, кола. Я ее пить не буду. То есть она в комбо включена, но я пить ее не буду, потому что непонятно, какая там вода. Нам советовали все, да и мы информацию вычитывали, чтобы пить только бутылированное. Соответственно, я ей говорю, мне еще, пожалуйста, вот это вот. Она такая, нет, невозможно. Я говорю, в смысле невозможно? Продайте мне просто еще плюсом 1 банку. Ну, короче, свинины, коровы, ну, бифа, говядины, получается, нету. Что еще? Короче, только вегетарианская и курица. Вот такие вот у них тут правила по мясу. Вот смотрите, как интересно сделали. Бургер, надеюсь, что я не отравлюсь.
Experience. В общем, сейчас в Маке съели, конечно, все. Точнее, я доел за Катей. Катя немножко там что-то пожевала. Да. Но колу не тронули, которая в стакане, нафиг надо. Дорогой Макдональдс какой. Дорого вообще, кошмар просто. Вы знаете, там вышло, сколько у нас, 700, короче, $8, 30 центов вышел у нас Макдональдс. Я считаю, это прям дорого. И сейчас вызвали такси, получается, Uber. Слава богу, что здесь есть Uber. Но поездки по пин-кодам, то есть вы заказываете машинку, вам дают пин-код, вы в машину садитесь, соответственно, даете пин-код, и водитель тогда начинает ехать. Как тебе вообще впечатление первое? Расскажи. Ну, я не знаю, потому что после Катманду уже привычно, но хуже в плане вот... Даже не знаю, как объяснить. Тут как-то по-другому, чем в Катманду, хотя смысл один и тот же. Также куча людей, какие-то рикши, кони, машины, все вместе. Но тут, не знаю, иначе. Ну, мне кажется, вот здесь, например, ну, вот прям грязно. И грязнее, да. Там, допустим, если мы ездили, то было облагорожено как-то. Даже вот развалилось что-то где-то, ну, это из-за того, что они все-таки на тектонических плитах живут, грубо говоря, на двух, где разрез как раз-таки. Из-за этого, кстати, там и большие горы, да, Гималаи. Там это по-другому, потому что там хотя бы более как-то облагорожено, и там люди так живут. Ну... Они как бы вроде бы если и нищие, но они все равно опрятные, не такие не голодные, не бросаются на тебя. А тут, если они нищие, то они просто все грязные. О, Господи, какие-то. Боже мой, просто, да, все ездят, как не знаю, кто как хочет, тоже ездит. Ой, пипец. Ну, дыра, извините меня, мы просто как будто, для меня это как будто вот из рая я спустился в ад. Потому что все, знаете, на уровне 90-х, то есть все строилось, тоже делали, но все вот осталось, как у нас пятиэтажки, знаете, в старых городах есть на периферии. Вот примерно то же самое. Правила дорожного движения в Индии отсутствуют, то есть их здесь так же, как и в Непале, просто нету. Но здесь хотя бы есть большие дороги. Друзья, мы решили сразу начать с главной достопримечательности. Это храм Лотоса. Это, я не знаю, наверное, главная достопримечательность Нью-Дели, самая посещаемая и самая значимая для этого города. Пойдемте посмотрим на нее. Посмотрите, какой парк облагороженный, какая красивая территория вокруг. Кустики подстрижены, травка растет. Так красиво! Людей здесь катастрофически много. Просто, чтобы в сам храм попасть, нужно еще и очередь выстоять. Но хочется заметить еще то, что в 6 часов вечера здесь все закрывается. В настоящее время храм Лотоса признан одним из величайших шедевров архитектуры 20 века. Он построен бахаистами. Вера Бахаи – это учение, которое признает единство Бога, единство всех религий и единство человека. Сам храм предназначен исключительно для безмолвной молитвы и медитации. Его цель – объединить людей, и поэтому за основу был взят образ лотоса, универсальный символ чистоты и красоты. Почему же вокруг и внутри ничего нет из убранства? Для того, чтобы не мешать общаться с Богом. Едем на рикше, класс. Теперь бедный мужчина не крутит педали, а все электронизировано. Нет, А как? моторизировано. Моторизировано. Нужно просто на педальки нажимать, но все равно классно. В рикше кататься мне очень нравится. Ребят, я не знаю, слышно меня или нет нормально. Я надеюсь, что звук все-таки хороший, потому что здесь очень-очень шумно. И мне кажется, что... Слышите, да? О май гад. Вот чем больше здесь просигналят, тем лучше поедут, наверное. Я не знаю. Но сигналят здесь все просто, каждый, по нескольку раз.
И для меня это дико, честно, дико. Ну ничего, едем. А она точно не развалится? Я не знаю, развалится ли наш мопед. Да нет, наверное, что ему будет. Просто КамАЗ, вот колеса большие. Да, тут рядом КамАЗ едет. Нормально вообще, ерунда. На самом деле, я бы тоже сказал, что в Непал ты приезжаешь как на бабушки дачу. в деревню, Как да. бабушки в деревню, да. А здесь прям вот мегаполис такой грязный, шумный. Я не знаю, что мы здесь будем 2 дня делать. Ну, Ездить по достопримечательностям главное. Вход на Хумаюна 1200 за двоих. Thank you. И там дали какие-то жетоны. Капец, обратно тоже по жетонам не потерять. пришли сейчас на мавзолей. Первый это Исек-хан. И их здесь несколько, то есть, видите, старые постройки, старые заборы такие. Офигеть, здесь даже живут. Жесть. Там гробы, Рома. Давай посмотрим. Иди. Но тут босиком, видишь, нужно. Давай я приду. Там как 3 гроба стоит. Ну да. Вот вам и 3 гроба. Мы почти добрались до главного мавзолея. Хумаюма. Зашли вовнутрь посмотреть. Ну, здесь просто множество коридоров, гробы опять. А в Египте, вспомни, большая пирамида и маленькие рядом, типа жены были, и эти еще приближенные, по-моему. Нелепая случайность стала причиной смерти Хумаюна в 47 лет. Спускаясь с книгами по ступеням собственной библиотеки, император услышал призыв к молитве – азан. Набожный Хумаюн хотел опуститься на колени, но запутался в своем платье и упал с лестницы. Рома, только не беги. Территория потрясающе красивая. Усыпальница была построена по заказу вдовы падишаха в 1562 году. Строительство длилось аж 8 лет. Сегодня гробница Хумаюна включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что хочется сказать о первых впечатлениях про Индию? Это кошмар. Это один сплошной кошмар. Почему? Мне очень Но, нравится. да, колоритно, интересно. Но вот такие места, как позади нас, вы видите, да, то есть на фоне мы, конечно, гробницы, снимаем это видео. Это прикольно, ну, красиво. Спасает именно зелень, ухоженность, такая вот красивая территория. Если бы просто этот замок стоял среди бетона, кучи людей, продавцов и так далее, как, например, это в Будда-ступе, Ну да, если бы куча было бы магазинчиков вокруг, было бы не так. А здесь именно атмосферу придает этот парк и огромная зеленая красивая территория. да, прикольно на самом деле, благодаря вот этой ухоженности и по 600 рупий с человека, в принципе, это, мне кажется, нормальная цена для того, чтобы за этой территорией ухаживали, ну, стригли, как бы охрана здесь была и прочее. То есть здесь внимательно к белым людям относятся, в принципе, охранники. Вот, Good. понятно, за что ты платишь. А Да. когда на площади в Непале с тебя дерут деньги, Да, и просто при этом и при вообще том, что какие-то... другие люди заходят абсолютно бесплатно, Мгм. это уже другое. И просто подпорки стоят, чтобы каждая стена там не упала. Я не знаю, почему не могут... Не убирают ничего, Ну да, то не есть... реставрируют. Но с другой стороны, Непал это отдельная история. Давай не будем больше про Давай. Непал. У нас все-таки сейчас Индия Не уже. будем сравнивать. Да, хорошо. не будем сравнивать, потому что Давай это две сфотографируйся, я потом несравнимые. сделаю скриншот. Но вот вам вне сезона Ну, это приехали, только, да, мы в вне сезона. июле приехали.
как видите, погода шикарная, по сути. У нас в Эмиратах еще хуже, так что... Блин, знаете, ребята, если бы я разговаривал на... как у них язык называется? Хинди. Хинди, да. Если бы я разговаривал на хинди, я бы, наверное, влог вел на их языке, потому что здесь, куда ты не приезжаешь, к тебе подходят просто и спрашивают так: а, ты блогер, а можно сфотографироваться? Да, все фоткаются. Да, то есть это прям, во-первых, из-за цвета кожи, окей, я согласен, но и во-вторых, из-за того, что... Да и плюс того, что их это самое большое население, и даже если на нас подпишется половина Индии, Да даже не половина, Да даже даже 10% было бы уже вау, вот так вот. было бы у нас уже 30 миллионов, да? Да, у нас просто на Россию, а на России некоторые видео вообще блокируют, так что, ребят, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, чтобы большее количество людей увидело это видео, и, может быть, каждый совет, или Отправляйте хотя бы... индусам, своим друзьям. Или хотя бы один совет из этого видео будет полезен. Хай. Вот наша машина, Сузука опять, только уже побольше, ну и пострашнее. Давай. Быстрее. Оба, хай. Фу, господи, как жарко. Фу. 4597. Да, это вот так вот нужно давать пароль. Это очень круто. Это очень удобно, конечно. в Эмиратах такого нет у нас. Ну, вообще, да. Ну, потому что вот эти улочные, они цены наворачивают больше. Потому что они видят туристы и все, и думают... Конечно. Ах, вы наши Но лопушки. сравнивать не хочу я сравнить. Не, я тоже не хочу сравнивать, Лучше потому что... блогером. Да, лучше это стандартно и как-то более уже привычно, цивильно, и картой можно оплачивать, и как бы очень удобно в этом даже плане. У тебя, допустим, негде обменять или там курс невыгодный, еще что-то, то тебе не нужно этого делать по той причине, что ты просто можешь как бы онлайн это сделать. Вот опять фоткаются с нами. One photo of this children. My children, they are faucet. Okay? Okay. Good. Thank you. Welcome. Мы приехали на главный базар. Попробуй, что это? Грязными руками? Ну да. Можно я потом? Сэнди, ты еще воду всю выпил. Я помыла. Ой. Сейчас на мейн-базаре. Это получается такое прям главное место, где все продается. Ну как все? Здесь даже вот просто тату-салоны разные. Я не знаю, вон татухи те прям здесь сделают. Но я бы не советовал, конечно. Блин, всякие Вкусняшки продают, фрукты. вкусняшки твои здесь не очень, мне кажется, вкусные. Вот так вот. О, нихера себе, просто сколько делают, а. В масле просто прям. Хочешь себе вкусняшку? Завтра будешь с диареей. Помою всё. потом. Ну, честно говоря, я в хрене от происходящего. То есть
Здесь, блин, вообще, я не знаю, хотел какой-то, господи. Куда мы попали? Жесть, реально, ребят. Отели, смотрите, какие. Hotel Shelton, ё-моё. Блин. Жесть. Ну, в таком месте, честно, я признаюсь, я первый раз. О, слушайте, разгрузка небольшая от дороги произошла, резко просто людей не Если стало. бы тут запретили бы... Подожди, я тебе дам петличку, если ты хочешь что-то сказать. Если бы тут запретили бы рикши и машины, вообще было бы классно. Только для пешеходов такая улица. А тут все ездят и на ноги ездят. Ну, да, здесь просто все гоняют и на машинах, и на мопедах, и на вот этих вот тук-туках, моторикши или как их называют тут еще. Ну, в общем, сами видите, правил дорожного движения здесь вообще никаких нету. Ни пешеходных дорог, ни тротуаров, ни знаков, ничего абсолютно от слова совсем. Я что здесь заметил? Индусы, то есть из других городов, не обязательно из Дели, допустим, из других городов, они приезжают сюда. Внутренний туризм здесь довольно-таки развит. Соответственно, как бы это круто, это здорово. Ох, но, допустим, ребята на улице, которые зазывалы или предлагают что-то, они, конечно, на нас, как на, я не знаю, на пчелы на мед, блин. Особенно на Рому. Особенно на меня, говорит. Это просто одна сплошная здоровая длинная улица, которая, я не знаю, в 1000 магазинах, отелях, тату-салонов. Блин, ну просто вот на каждом шагу дверь, плюс еще кто-то сидит дополнительно на земле продает. Или, я не знаю, мороженщики какие-то. Короче, здесь просто вообще капец. А, сори. Короче, вот так вот подходят опять, блин, на белого видят. Все, это просто жесть, господи, опять. Окей. Next time, следующий. Ой, блин, я делаю вид, что я вообще английский не понимаю нахрен. Потому что ко мне просто придираются на каждом шагу. Да, Катюш? А она наглая. А ко мне нет. Сейчас мне уже предлагали, раз я не соглашаюсь, просто там на гида на какого-нибудь или еще что-то. Мне уже просто в наглую подходят, говорит, братан, давай, короче, курнем, гаш, марихуана, что хочешь, короче, ща будем, ща все организуем. Я Рома такой, говорит, да я нет, не на спорте. я говорю, я на спорте. А он говорит, один раз можно. Да-да-да, ну нет проблем, типа, тебе понравится. Жесть, блядь. Я в шоке, честно. Взяли 2 бутылочки воды. Одна бутылочка 20 рупий. Так как в отеле нет воды, она там еще стоит дороже. Мы вот купили на улочке. Картошку продают, моркошку, вообще что хочешь продают, реально, ребят. Единственное, вот техники вообще нету нормальной, не продают. Лаптопов нету, ничего нету нормального. Нам надо вот новый ноут, но ни хрена не можем взять, найти. Походу придется в Малайзии или Сингапуре брать. Пытаемся зайти в наш отель. Вот наш отель. Вот здесь вывеску видите. А как пройти здесь просто невозможно, блин. Так, давай. О! Все. Я прошел. Ура! Опа! В общем, ребят, мы пришли, мы еле как, я бы сказал, выжили в этой, я не знаю, как это назвать, суматоха или еще что-то. Хочется на самом деле просто обычным матом, в общем, сказать, что это полный пиздец. По-другому это не называют, не называется, простите меня, я путаюсь в словах. Сейчас мы пришли обратно в свой отель, в свой номер, мы еле зашли в него, во-первых. Во-вторых, у нас не работает кондиционер от слова совсем. Жарко, я просто не знаю, я еле как футболку с себя снял, потому что она просто прилипла ко мне. Мы включили 2
две ветродуйки, они вот работают более-менее, вроде как-то обдувают, но от этого особо прохладнее не становится. Короче, завтра мы отправимся практически по всем достопримечательностям этого города Дели и покажем вам. Так что следите за нами, а в следующих выпусках мы вообще поедем в город смерти, здесь, который в Индии находится. Так что до скорых встреч! Я, друзья, над этой Азией реально в ахере. Сейчас, блядь, просто первый час ночи. Сначала постучали, я не придал этому значения, думаю, ну, не знаю, может, у кого-то ку-ку. Потом звонят просто с ресепшена. Типа, ремоут. Ну, типа, контроллер, пульт. Я, блин, думал, какой ремоут? Чё тебе надо? Give me remote. Короче, в итоге просто ребята пришли спустя там минут 5-10 после звонка, но я уж понял то, что это по поводу какого-то ремоута, блядь. От кондиционера забрали пульт. Видимо, пульт здесь от кондея один.